Всем привет на моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна, и я сейчас проживаю в городе в Мумбаи, в Индии, со своим супругом и маленькой дочкой. А сегодня целый день мы провели с супругом дома. У нас было очень много работы, мы оба работаем удаленно, и поэтому вечером мы решили проехаться до магазина, чтобы купить ребенку молоко и каких-то недостающих продуктов. Мы едем сегодня в один из самых дорогих магазинов в Мумбаи. Это что-то наподобие Азбуки вкуса в России. Единственное большое отличие от Азбуки вкуса это в том, что в Индии есть, во-первых, закон, который устанавливает цену продукта. И ты в своем магазине не можешь поставить цену выше, чем в другом магазине. То есть указано 60 рупий, значит, ты в своем магазине ты должен продавать плюс-минус по этой же цене. Поэтому в нашем индийской азбуке вкуса мы найдем такие же продукты, которые есть в других магазинах, но цена у них будет такая же. Но сегодня нас интересует более, так сказать, элитные продукты, которые не продаются в обычных продуктовых магазинах Мумбаи. Внимание, что сегодня нет пробок. Папа. Сказала я, стоящая в пробке. Нет, на самом деле мы объезжаем, все в порядке, действительно пробок нет. Почему? Потому что сегодня к нам приехал на район какой-то политик. Супруг знает больше, если кому-то интересно, он расскажет об этом. И к его приезду почистили весь район. Как вы видите, у нас чистенько и нету такого количества машин, как обычно. Вот смотрите, полиция проверяет, чтобы все было аккуратненько, чтобы все следовали правилам. Все стоят, видите, вон рассосавшись по углам. Вот этот политик сегодня приехал к нам сюда со своей пропагандой, либо проповедью, называйте как хотите. Но вот благодаря нему сегодня у нас нету пробок. Ну вот, мы приехали вот в этот вот торговый центр. Он второй по, так сказать, крутости после Инорбита. Посмотрите, вот эти потрясающие дома, мне они очень нравятся. Здесь безумно дорогие квартиры, если я не ошибаюсь, по 20 миллионов за небольшую квартирку однокомнатную. И это стартовая цена. Кстати, интересный факт, что здесь глубоко всем наплевать, оставляешь ли ты в квартире, которую продаешь, мебель, какой у тебя ремонт, всем все равно. Если ты скажешь, моя квартира стоит 1,5 миллиона, потому что я оставляю здесь, например, мебель, которую я не могу вынести, а я за нее заплатил, там, не знаю, 500 тысяч, они тебе спокойно скажут: сноси все, нам это не надо. И все, тебе никто не заплатит эти вот лишние 500 тысяч. Кстати, в каждом торговом центре вот так вот проверяют людей. А здесь очень любят различного вида фотозоны. Их здесь несколько, на первом этаже, вот здесь тоже. И все подходят, фотографируются. Итак, вот она, наша индийская азбука вкуса, Nature's Basket. Вот эти, если я не ошибаюсь, без сахара, стоит вот такой вот пакетик 35 рупий, что ли? Yes. Ага. Yes, beta. Я сказала о том, что здесь нет сахара и очень дорогой продукт. Это неправда. Оказалось, что он здесь всего стоит 50 рупий. Да, see, this is low sugar and we can take formula juice. Вот мы взяли ей милкшейк, то есть молочный коктейль. Вот такой вот. Сейчас скажу его цену. Молочный коктейль нам вышел в 40 рупий.
Здесь совершенно другие фрукты, они более свежие, я так понимаю. Но, по крайней мере, выглядят однозначно более дорогие. Вот яблоки 400 рупий за килограмм. Здесь вот красные 200. Апельсины 139 рупий за килограмм. Вот эти желтенькие, зеленые точнее, 150 рупий. Различные вот такого вот вида снеки. К примеру, арахис в карамели. 336 рупий за вот такую вот пачечку. 150 грамм. Есть чипсы свекольные. Свекольные чипсы у нас 200 рупий за вот такую упаковку. То есть есть, видите, огромное разнообразие различных снеков. То есть на ваш вкус и цвет, как говорится. Гранола здесь, кстати, тоже очень вкусная, но очень дорогая. Вот это, если я не ошибаюсь, выходит. Ну, это, кстати, с 50% скидкой из-за того, что она вся коробка просто уже уничтожена. А так, вот, пожалуйста, 950 рупий за коробку. Это же обалдеть, как дорого. 1000 рублей за гранулу, ну, не знаю. Орехи. Посмотрите, какое количество орехов. Здесь эти очень хорошие орехи. Мне они очень нравятся. Я имею в виду в Индии орехи. Фисташки 100 грамм 250 рупий. Интереса ради, давайте посмотрим, что это. Алмонд 600 рупий, кило 200. Кешью самый дорогой. Мы сейчас даже залезем, разгромимся, чтобы посмотреть. 900 рупий за почти 2 килограмма кешью. Посмотрите, какое кешью, потрясающее просто. Здесь различные макароны, которые вы не найдете в других магазинах. То есть это различные там итальянские, к примеру. Вот мы сейчас, кстати, возьмем дочке какие-нибудь макарошки. Я варю иногда ей супчик с вермишелем. Так как здесь не продается вермишель, я беру какие-то вот такие спагетти. Посмотрите, так помните, я рассказывала в одном из видео, у меня брат мужа не употребляет глютен. Вот давайте посмотрим. Битрут, значит, свекольные макарошки. Свекольные макарошки 200 вот рупий за 250 грамм. Вкусно пахнет? Пойдем понюхаем. Пойдем. Вот огромный выбор. Шпинат, киноа. Это я не знаю, что конкретно переводится, но выбор классный. Смотрите вообще, какие классные, опять же, какой классный выбор орехов со специями. Вот это, к примеру, сыр с чесноком 797 за килограмм. Это обычный кешью, алмонд. Здесь у нас получается, смотрите, различные острые орешки. Я очень часто привожу папе такие, ему очень нравятся. Смотрите, карамельный алмонд. Простите, у меня вылетело из головы, как сказать по-русски алмонд. Миндаль. Я вспомнила. У нас очень в Индии дорогие бразильский орех в Индии очень дорогой, 1500 рупий, точнее, за 1 килограмм. В России он выходит дешевле, и мы с супругом часто покупаем его там. Вот, смотрите, различного вида чай. То есть чай здесь не обычный. Ну вот, давайте возьмем вот такой вот органик грин ти, обычный зеленый чай. 250 рупий за вот такую вот малюсенькую коробочку. Я не знаю, сколько здесь, но не должно быть много. По-моему, 22 пачечки, если я не ошибаюсь. То есть, и видите, их здесь выбор большой. Я как-то раз говорила здесь про кофе. Кофе здесь очень маленький выбор. Ну вот, например, обычный Нескафе. Нескафе Классик, который нам обойдется в 330 рупий за 95 грамм. Это вот смотрите, еще вот такой вот у нас есть кофе. Он у нас стоит 1200 рупий. Это тоже Нескафе, чтобы вы понимали. Конечно же, есть старбакские различные напитки. Вот этот вот, например, 400 рупий за вот такой вот шот. Ну, по-другому я это не могу назвать. Всеми, не знаю, любимый Швепс.
лимонный. Он у нас стоит 150 рупий за вот такую вот баночку, 320 миллиграмм. Я очень люблю в Индии из всех напитков вот этот вот. Его рекламирует Шарукхан. Я его очень люблю. Он, кстати, очень вкусный. Не похож на Кока-Колу. Совершенно другой по вкусу. Вот я вижу 15... Нет, не вижу я, сколько он стоит. Ну, что-то в районе, наверное, 50 рупий, как обычно. Хотя я могу ошибаться. Я нашла авокадо с 300 рублей. Стоит одна штучка, и она просто деревянная. И можно кого-нибудь убить вот этим авокадо. У нас здесь тоже продается теперь Эйтерспорт, мед и соленый карамель с орешком. И стоит вот эта шоколадка 300 рупий. 300 рублей. Также здесь же стали продавать милку. Правда, вот таких вот огромных плиточках. Вот эта плиточка стоит почти 600 рупий. 590. Амелия? 595 рупий стоит вот эта вот плитка. Да, это шоколадка. То есть шоколадок, вы видите, очень много, индийских нет. То есть из индийских здесь есть вот такие вот сладости натуральные, традициональные. Видите, вот кокосовый ладу. Вот этот кокосовый ладу нам выйдет 200 рупий, 200 грамм. Это очень дорого. Я как-нибудь возьму вас обязательно в индийский магазин сладостей и там покажу, сколько стоит сладости, просто божественно прекрасные. Ну все, наш шопинг закончился в магазине Азбуки Вкуса. Мы купили только молочный коктейль, потому что тех продуктов, которые мы хотели купить, их не было. И мы идем искать другой магазин, потому что молоко нам необходимо. И вот еще посмотрите, одна фотозона. Мы тоже ею сейчас воспользуемся. И еще одна фотозона. Traffic never leaves us, either for coming, either for going. Some of the other times we always have traffic. И наш второй магазин на сегодня – это аптека. Первым же делом за 175 рупий мы берем вот такую вот геркулесовую кашу. Посмотрите, сколько здесь соков, но я не покупаю здесь ребенку сок, потому что они невозможно сладкие. А это лечебный сок, его назначают обычно доктора, когда вы болеете, у вас рвота, тошнота, либо проблемы со стулом. Он восполняет водный баланс организма. Он стоит где-то 25-30 рупий. Сладости продаются и здесь. Вот это, например, любимая сладость моей дочки. Это что-то наподобие индийской халвы. Она стоит 70 рупий за вот такую вот упаковку. Ну и, конечно же, разного вида печенье. Как видите, здесь с фруктами, с орехами. И стоит 55 рупий за упаковочку. Здесь вообще интересно то, что в аптеке можно купить все, что хочешь. Вот даже, пожалуйста, печенье без сахара. Оно стоит 249 рупий за вот такую упаковку 200 грамм. Иди сюда. Различного вида соуса, майонезы и, смотрите, снова сладость. Это мой любимый гулаб-джамун. Можно купить его и в таком вот виде. У нас продается, кстати, в Санкт-Петербурге тоже. Это у нас полкило, и стоимость его составляет всего 125 рупий. У нас в Питере килограмм вот такого же гулаб-джамуна стоит больше 1000. Здесь, как вы видите, тоже можно купить чай, в основном зеленый. Вот примерно такой я в прошлый раз покупала, очень даже было вкусно. Но тоже примерно 200 рупий плюс-минус за вот такую вот упаковку.
Здесь тоже продается вот такой популярный шампунь. Он стоит 700 рупий за шампунь. И также такую же примерно цену будет стоить и кондиционер для волос. Шампунь Pantene тоже у нас есть. Вот такая небольшая упаковочка нам обойдется 159 рупий. М. 34 for half kilo. Ого, 250 рублей полкилограмма королевских фиников. Есть вот такие, есть вот такие тоже how much? Сколько стоит? This is 900 for half kilo. Вот эти вот почти 1000 рупий. Saudi dates. Это, да, из Саудовской Аравии. И вот эти покажи нам. Also Saudi. Ага, тоже Саудовская Аравия. 700. 700 грамм. 1 gram. 700 рупий, сори. А это различного вкуса попкорн. Сколько у нас попкорн стоит? Посмотри. 180. 180 рублей за коробочку. Дороговато немножко. Пойдем. И вот еще есть потрясающие вот такие, Банечка, покажи нам, пожалуйста, еще вот такие финики. Вот эти я хочу отвезти домой. Does not look fresh. Да, они не выглядят свежими, нужно Ну да. искать в другом магазине. 2000, ого, 2000 рупий. Ну вот и все, на сегодняшний день все наши покупки завершены. Сейчас мы съедим по морожене, которое стоило 45 рупий, и поедем домой. Спасибо большое за просмотр и всем пока-пока!